Сегодня я протестирую еще один из лас-вегасовских буфетов, который неизменно занимает самые верхние точки рейтинга. Wicked Spoon, буфет отеля Cosmopolitan. Вся еда в буфете Wicked Spoon оформляется в таких маленьких порционных. Постоянно забываю, как они называются. Назову их в горшочках, но у них какое-то есть свое название. Я здесь напишу название. Чего мне не хватает в некоторых буфетах, так это мексиканской кухни. Wicked Spoon очень вкусное, очень хорошее мексиканское блюдо. Это меня всегда очень, я бы сказал, радует. Один недостаток, странно, почему-то оно холодное. Я бы ожидал, что эти яйца должны быть более теплые. Маленькие тортильи. Изумительные. Биф-тако. Опять-таки, маленькая, красивая порция. Ребят, я не знаю, что за дела, но мне снова кажется пересоленная еда. Нет, яйца были замечательные, но тако, говяжий тако, немного пересол. Хотя, может быть, это какой-то мексиканский соус такой кисло-соленый. И заканчиваю мое мексиканское дегустирование. Офигительной кукурузой. Очень насыщенный такой кукурузный вкус. Wicked Spoon меня всегда радует. Он никогда не разочаровывает. Перехожу к американской еде. Говядина с картошкой. Кусок говядины. Я не понял, что за дела. Говядину не смог раскусить. Нет. Говядина большой минус. Какая-то она жесткая, как резиновая. Знаете, в духе новогоднего видео я скажу так. Хрену к ней не хватает. Говяжий костный мозг. Я не любитель говяжьего костного мозга, но я его попробую. Его берет Наташа в основном для себя. Наверное, если вы любите костный мозг, то, наверное, вам понравится. Я еще спрошу мнение Нат на этот счет. Но я не любитель костного мозга. Как одно замечание, мы сейчас здесь в 11 часов дня. Еда почему-то либо холодная, либо пересушенная. То ли они не рассчитали движение этой еды, потребление потребителями. Костный мозг, допустим, пересушен слегка. Продолжая экскурс в американскую говядину, я пробую трайтип. Вкус идеальный. Текстура странная. Снова говядина и снова та же претензия, она почему-то какая-то резиновая. Я бы не сказал, что она пережаренная, то есть видно, что цвет вполне приятный, такой достойный розовый цвет. Но когда я делаю трайтип, он у меня жуется легче. Может, старая корова. С Новым годом! Яблочный сидр нам принесли. Мы его не заказывали, но принесли, сказали, что шеф делал прямо сейчас. Я не знаю, что шеф делал. В Америке сидр очень популярен. И есть целые рестораны, есть как пивбары, которые занимаются чисто сидром. Есть безалкогольный сидр, есть алкогольный сидр. И культура сидра в Америке очень широкая, разнообразная. Я не любитель сидра, но это довольно вкусно, но это безалкогольный сидр. Яйцо Бенедикт с канадским беконом. Вкусно, без претензий. Достойное яйцо. С хорошим хлебом. Это что-то тыквенное. С хлебом.
Тыква с хлебом. Необычно. Очень необычно. Такую тыкву с хлебом я могу есть целый день, каждый день. Очередные креветки. Похоже, они перележали. Какая-то очередная претензия. Все в том же духе. При том, что еда вкусная, вот эти креветки тоже вкусные. У них соус засох, прямо засох корочкой. Эти креветки я тоже могу есть каждый день, целый день. Но соус покрылся корочкой. Что-то они не рассчитали с количеством посетителей. Еда стоит слишком долго, и она засыхает. Она реально засыхает прямо здесь на буфете. Запеченный лосось. Не так, чтобы какой-то фантастический лосось, но никаких претензий у меня к нему нет. Подают его со странной крупой, какая-то сечка. Или гречка. Не гречка. Гречка треугольная, это круглая. По сравнению с отелем Wynn, здесь очень скромный выбор крабов. Есть только холодные и вот такие вот горячие. Над сказала, что Wicked Spoon однозначно проигрывает по качеству приготовления крабов. В целом, по крабам непосредственно претензий вроде бы нет, но можно сказать так, есть места, буфеты с крабами и получше. Стандартный набор десертов обычного американского буфета, тирамису. Неплохой. Хочется сказать, едал я и лучше, но я не уверен. Возможно, я едал и лучше тирамису. Крем-брюле везде одинаковый. Может быть, его нельзя сделать по-другому. Может, его нельзя сделать фантастическим, хорошим или плохим. Но куда бы я ни приходил, крем-брюле одинаковый. Хлебный пудинг. Я люблю хлебные пудинги. Во всех буфетах, куда прихожу, я не упускаю возможности попробовать хлебный пудинг. На мой взгляд, этот немного пересушенный. Может быть, чуть-чуть, если бы он был более влажным, было бы лучше. Чуточку совсем. Так достаточно хороший. Может, он опять-таки долго стоял, и он подсох. Может быть, чуть-чуть менее сладкий. То есть, не идеальный. Не идеальный, но хороший хлебный пудинг. Еще один классический элемент практически каждого американского буфета – чизкейк. Все познается в сравнении. Опять-таки та же самая претензия, которая почти ко всем блюдам в здешнем буфете. Он либо долго лежал, но у него какая-то текстура, такое ощущение, что он немного пересушенный. Я не знаю, может ли он быть пересушенным от того, что он долго лежит, но он какой-то вязкий и слишком плотный, может быть. Магазинный чизкейк, магазинный чизкейк бывает даже такого типа или лучше. Насколько я восхищался текстурой чизкейка в отеле Wynn в буфете, здесь текстура, наверное, играет совершенно против этого чизкейка. Но пришло время подвести итог, и, как говорится, все познается в сравнении. Если вы еще не смотрели мой отчет о буфете отеля Wynn, я рекомендую посмотреть его, потому что сейчас я буду все сравнивать с буфетом отеля Wynn. Во-первых, цены. Здешний буфет обошелся нам в 2 раза дешевле. Ланч на двоих стоит $135. Это как ужин в буфете отеля Wynn обошелся нам в $300. Разница больше, чем в 2 раза. Но опять же, продолжая сравнение, там мы взяли один хвост омара, здесь был просто фактически ланч. То есть здесь даже не ужин, а более скромный ланч. Выбор еды в отеле меньше. Wicked Spoon, мы сюда ходили несколько раз, и он всегда мне нравился. Это был один из моих любимых буфетов шведских столов после того, как закрыли буфет в отеле Ария. Сейчас он меня несколько разочаровал. Я хочу сказать, что я хотел, чтобы он мне снова понравился, Wicked Spoon. Но постоянно были какие-то неудачи, недочеты, какие-то претензии. Самая большая претензия к здешней говядине.
ё-моё, говядина, может быть, просто у них какой-то неудачный день, но она либо холодная, либо ее плохо жевать. В общем, какие-то постоянно неудачи с говядиной. Еда в целом тоже, что-то у них какие-то проблемы с логистикой, видимо. Она либо холодная, либо какая-то засушенная. По всей видимости, еда долго стоит на прилавках. Одна из теорий, объясняющая ухудшение качества еды в этом буфете, это то, что отель Cosmopolitan был недавно приобретен группой MGM Grand Resorts. Все люди, кто занимается ютуберскими отзывами о буфетах, выражали опасения о том, что это может повлиять на качество пищи. Я всегда думал, как может повлиять на качество пищи. Кухня та же самая, прилавки те же самые, помещение то же самое, все то же самое. Но еда действительно стала сухой, более холодной и, может быть, даже хуже приготовленной. В чем нам однозначно повезло, это то, что здесь совсем не было очереди. Мы пришли в 10:30, при том, что буфет открывается в 8 утра. Здесь совершенно не было очереди. Мы оплатили наш ланч в киоске самообслуживания и нас тут же посадили за стол. Сейчас, когда мы уходим, здесь очередь. Я спросил у служащих, они оценили, что очередь не менее часа ожидания, чтобы попасть туда. Это обычное правило для нынешних лас-вегасовских буфетов, когда ты ограничен по времени, за сколько ты должен поесть. В буфете Weekend Spoon тебе выделяют 1,5 часа. Продолжая сравнение с отелем буфета Wynn, опять-таки Wynn находится в выигрыше. Там время ограничено 2 часами. Также отличается количество еды. Выбор в буфете отеля Wynn значительно шире. Я бы не сказал, что здесь маленький выбор. За те 1,5 часа, которые мы здесь провели, я лично не смог попробовать все, что здесь есть. Чем буфет Weekend Spoon не перестает радовать, так это своим внутренним дизайном и в целом оформлением интерьера. Ну, на этом все. Пока. До следующих встреч.